Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и просто любители автотематики. Китай, как известно, старается заботиться об окружающей среде. И помимо бензиновых машин, страна также выпускает электрокары. До Теслы таким моделям далековато, но это не делает их менее удобными для использования. И сегодняшним нашим объектом внимания будет китайский электрический компакт-вэн Hycon Z03. Но прежде чем начать обзор, предлагаю оценить большую коллекцию обзоров, которые уже есть на нашем канале. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Ранее этот бренд уже показывался на публике своим хэтчбеком, но, видимо, с приходом моды на киберпанковский стиль решил выпустить новую тачку. И да, даже реклама этой модели была стилизована под киберпанк. Ну а теперь рассмотрим подробно, что это за китайский фрукт на батарейках и стоит ли на него обращать внимание. Изначально нужно поговорить об окрасе машины. Она выпускается в агрессивных зеленых и желтых цветах с контрастным черным, либо в полностью перламутровом окрасе, в тонах синего, лазурного, красного и прочих. Ну и для любителей классики есть просто белая расцветка. Морда у этой машины заслуживает отдельного внимания. Китайцы вообще уделяют много сил стилю своей продукции. Фары у Hycon Z03 выполнены в форме перевернутой горизонтальной цифры 7. Они состоят аж из 132 светодиодов. Противотуманки расположились под бампером и включают 12 мощных светодиодов, а задние фонари содержат по 261 светодиоду. Бампер широкий, решетка радиатора опущена вниз, что придает передку серьезное выражение. Кстати, весь свет в данном китайском самурае работает в нескольких режимах. Мигание приветствия, мигание прощания, круговой свет для подсветки местности около тачки. Нужно ли это, решать только вам, но все это будет обновляться и дополняться. Задняя часть довольно массивная, старается походить на монолитный сегмент. Бампер большой, цельный. Посередине расположились металлическая серебристая вставка, по краям которой базируются узкие габариты. Стопы вмонтированы в верхнюю аэродинамическую планку. Единственный минус: при свечении стопоря он может помешать заднему виду, так как частично будет отражаться в заднем стекле. Машину ошибочно называют минивэном. Это именно компакт-вэн, так как если сравнивать стандарт вэн и Hycon Z03, то второй на фоне полноформатника будет казаться пузатым маленьким самураем. Но зато его размеры: длина 4602 мм, ширина 1900 мм, высота 1645 мм и база в 2750 мм делают его юрким и удобным в вождении, даже на узких полосах при массивном движении. Шины и колеса здесь имеем 215 на 55 R17 и 215 на 50 R18. Диски отлично стилизованы, выглядят как отраженная горизонтальная семерка или буква Г. Отлично подходит к общей стилистике авто. Мы не зря упомянули Теслу в начале нашего ролика. Салон у Hycon Z03 такой же, в строгом стиле, оформлен под кожу, хотя на самом деле это кожзам и вставки из эко-кожи. Приборка полностью цифровая, и над ней взгромоздился мультируль. А вот посередине передней части расположился большой экран, очень похожий на мультимедийный центр Теслы. Размером он будет 10 дюймов в эконом-варианте и 14,5 дюймов в премиум сборке. Кстати, разрешение у экрана 2К, можно даже фильмец глянуть, пока в пробке стоишь. Удобная вещь, главное, чтобы оказалась долговечной. Ну а теперь перейдем к самому вкусному. Под капотом данный китаец может содержать два разных электродвижка. Либо установку на 184 лошади и 225 ньютон-метров крутящего момента с батареей в 64,6 киловатт-часов, который хватит на 500 километров. Либо более мощный вариант на 217 лошадей с тем же крутящим моментом, но с батареей в 76,8 киловатт-часов и запасом хода на 600 километров. В принципе, неплохо, это все же электромобиль. Для поездок по городу вполне хватит. Стоит эконом-версия будет в районе 20 тысяч долларов, но более премиальная обойдется в 23 тысячи долларов.
Подводя итог, хотелось бы напомнить, что это электрокар, и с дизелем или бензином ему никак не потягаться. Но и учитывая, что это Китай, стоит ожидать, что машина будет напичкана разными умными фишками и плюшками в будущем. Было бы чуть умнее, сама бы писала стихи и читала их вслух. Ну и на этом у нас все. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой модели, приглянулась ли она вам. Если да, то ждем ваше мнение в комментариях. Ну а чтобы не пропустить новые обзоры, жмите колокольчик и ставьте палец вверх. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.